Какая сельхозмашина способна собрать урожай с футбольного поля за 3 минуты? Современный комбайн весом в 30 тонн проглатывает пшеницу со скоростью 10 килограммов в секунду, а один автоматический опрыскиватель обрабатывает за час площадь, равную 20 городским кварталам. Забудьте о тракторах вашего детства. Сегодняшние машины управляются спутниками, видят в темноте и принимают решения быстрее человека. Но самое невероятное вы узнаете дальше. Некоторые из этих гигантов настолько огромные, что их перевозят по дорогам только ночью со специальным разрешением полиции. Комбайн класс Lexion 9000 обмолачивает 100 тонн зерна в час. Это означает, что за рабочий день одна машина собирает урожай с площади в 200 гектаров. Целая деревня фермеров работала бы над этим месяц. Внутри кабины 12 компьютеров анализируют влажность зерна, плотность соломы и скорость ветра 100 раз в секунду. Система сама регулирует скорость молотильного барабана, который вращается с частотой 1000 оборотов в минуту. Датчики на режущей платформе шириной 13 метров считывают высоту каждого колоса. Машина наклоняет жатку с точностью до миллиметра, чтобы не потерять ни одного зернышка. В бункере помещается 18 тысяч литров пшеницы. Это вес 2 взрослых слонов. Когда бункер заполняется, комбайн на ходу передает зерно в грузовик через выгрузный шнек длиной 9 метров. Спутники определяют положение комбайна с точностью до 2 сантиметров. Ночью машина работает в автоматическом режиме, используя тепловизоры и лидары. Скорость выгрузки 150 литров в секунду, но настоящее чудо скрывается в системе навигации. Водитель только контролирует процесс с планшета. Система запоминает каждый квадратный метр поля и строит карту урожайности. В следующем сезоне эти данные покажут, где добавить удобрений, а где сэкономить. Гусеничный трактор Challenger тянет плуг шириной 18 метров. Двигатель мощностью 600 лошадиных сил расходует 100 литров топлива в час, но вспахивает 20 гектаров за это время. Гусеницы шириной 75 сантиметров распределяют вес в 30 тонн так, что давление на почву меньше, чем от ботинка человека. Это сохраняет структуру земли и защищает от эрозии. Самоходный опрыскиватель John Deere выглядит как космический корабль на колесах высотой в 2 этажа. Штанги раскладываются на 40 метров в стороны. Размах крыла пассажирского самолета. Бак вмещает 6000 литров раствора. Каждая из 120 форсунок управляется отдельно. Камеры распознают сорняки и включают распыление только над ними. Экономия химикатов достигает 70%. В Калифорнии по миндальным садам ползают машины без водителей. Комбайн Монарх полностью автономный, внутри кабины пусто. 18 камер и 24 датчика сканируют деревья, ветки и землю. Искусственный интеллект различает спелые орехи от незрелых лучше человеческого глаза. Робот трясет дерево с частотой 5 колебаний в секунду, миндаль падает на полотно конвейера, а листья и ветки отсеиваются потоком воздуха со скоростью 100 км в час. Машина работает 24 часа без перерыва. Ночью включаются инфракрасные прожекторы. Один такой комбайн заменяет бригаду из 30 сборщиков. За сезон он собирает 400 тонн орехов с точностью 98%. Человек достигает только 70%. На хлопковых полях Техаса работают комбайны Case Austin. 6 рядов шпинделей вращаются со скоростью 1200 оборотов в минуту. Зубчики захватывают только распушившиеся коробочки, не повреждая волокна. Воздушный поток внутри машины отделяет хлопок от листьев и створок коробочек. Производительность 14 тонн в день. Это в 20 раз быстрее ручного сбора. Уникальность в системе увлажнения. Датчики меряют влажность каждой порции хлопка. Если волокна пересушены и ломаются, форсунки распыляют водяной туман. Слишком влажный хлопок подсушивается теплым воздухом. Качество сырья повышается на 30%. Картофелеуборочный комбайн Грими копает на глубину 40 сантиметров. Лемех подрезает пласт земли шириной 3 метра. Клубни попадают на вибрационный стол с частотой колебаний 20 Гц. Почва просыпается через прутки, а картофель движется вверх по транспортеру. Камеры сканируют каждую картофелину. Поврежденные, гнилые и мелкие отбраковываются пневматическими толкателями. Скорость обработки 15 тонн в час. Самое удивительное – система мойки прямо на ходу. Клубни омываются водой под давлением 20 атмосфер, щетки счищают землю, а вентиляторы подсушивают. Чистый картофель сразу загружается в контейнеры. Фермер экономит время на послеуборочной обработке. Свеклоуборочный комбайн Холмер Терра отрывает ботву, выкапывает корнеплоды и очищает их за один проход. 6 рядов обрабатываются одновременно. Производительность достигает 400 тонн за 10-часовую смену. Бункер вмещает 20 тонн свеклы. Система очистки использует 40 щеток и 3 каскада вибросит. На выходе корнеплоды чистые, как из магазина.
Сеялка Вадерштат Спирит раскладывает по полю 600 семян в секунду. 24 ряда сошников протыкают землю на глубину 5 сантиметров с точностью до миллиметра. Каждая семечко падает в борозду через оптический датчик, который проверяет размер и целостность. Бракованные зерна отсеиваются потоком воздуха. Компьютер контролирует расстояние между семенами. Отклонение не превышает 3 мм на 100 метров. Бункер вмещает 8000 литров семян и 2000 литров удобрений. Машина одновременно сеет и удобряет, экономя проход по полю. Скорость работы 20 км в час. За день сеялка обрабатывает 200 гектаров. Вручную бригада из 10 человек засеяла бы эту площадь за месяц. Пневматическая сеялка Кинзе использует давление воздуха для подачи семян. Компрессор создает разрежение в трубках, семена присасываются к отверстиям на диске и переносятся в сошник. Система настолько точная, что высевает кукурузу с интервалом ровно 18 сантиметров. Датчики GPS корректируют траекторию каждую секунду. На поворотах крайние сошники автоматически приподнимаются, чтобы не создавать загущение. В Бразилии используют сеялки с дисковыми сошниками диаметром 50 сантиметров. Они режут стерню от предыдущего урожая, как ножи. Семена падают в прорезь, прикатывающие колеса уплотняют почву. Вес сеялки достигает 12 тонн, но давление на каждый сошник регулируется пневматикой. На каменистых участках диски отскакивают назад, защищаясь от поломки. Самая быстрая сеялка в мире – Amazone Condor. Ширина захвата 15 метров, скорость движения 25 км в час. Она засевает гектар за 2,5 минуты. Бункер загружается за 3 минуты через пневматический рукав прямо с грузовика на ходу. Простои сокращены до нуля. Рисовая сеялка Янмар работает по залитому водой полю. Гусеницы шириной метр не дают машине утонуть в жидкой грязи. 8 рядов высаживают рассаду с частотой 30 кустиков в секунду. Механические пальцы захватывают пучок из лотка, протыкают воду и втыкают корни в ил на глубину 4 сантиметра. Дрон DJI Agros распыляет пестициды на высоте 1,5 метра над кукурузой. 8 винтов создают мощный поток в воздух вниз, который проникает сквозь листву до самых корней. Бак вмещает 30 литров раствора. Форсунки распыляют жидкость в капли размером 100 микрон. Они не сдуваются ветром и прилипают к листьям. Один дрон обрабатывает 16 гектаров за час. Обычный опрыскиватель на колесах сделал бы это за 4 часа, примяв при этом 5% растений. Мультиспектральная камера снимает поле в 10 диапазонах света. Здоровые растения отражают инфракрасные лучи иначе, чем больные. Компьютер анализирует снимки, да и строит карту проблемных зон. Дрон опрыскивает только пораженные участки, экономя химикаты на 70%. Полет программируется заранее. Оператор только запускает машину и следит за батареей. В Японии рисовые поля обрабатывают дроны Yamaha. Они летают на высоте 3 метра, огибая линии электропередач и деревья. Датчики ультразвука не дают машине упасть в воду. Скорость полета 40 км в час. Бак на 20 литров опустошается за 8 минут. Дрон возвращается на базу, роботизированная рука снимает пустой бак и ставит полный за 20 секунд. Время простоя минимально. Беспилотник SenseFly картографирует поля с точностью до сантиметра. Камера разрешением 42 мегапикселя делает 3000 снимков за один вылет. Программа сшивает их в трехмерную модель местности. Фермер видит каждую кочку, промоину и участок с редкими всходами. Высота полета 120 метров. Площадь съемки за один вылет 200 гектаров. Аккумулятор держит 45 минут. Дрон-агрибот считает растения на поле. Нейросеть распознает всходы кукурузы, отличая их от сорняков. Точность подсчета 98%. Фермер узнает реальную густоту посева через час после облета. Раньше для этого нанимали студентов, которые неделю ползали по полю с рулетками. Тепловизионный дрон находит больной скот в стаде. Температура коровы с воспалением на 2 градуса выше нормы. Камера фиксирует разницу в 0,1 градуса с высоты 50 метров. Дрон облетает пастбище площадью 100 гектаров за 20 минут и передает координаты подозрительных животных. Ветеринар проверяет только их, экономя время. Ночной дрон с прожекторами отпугивает диких кабанов от посевов. Датчики движения засекают зверей на расстоянии 300 метров. Дрон взлетает автоматически, включает сирену и стробоскопы. Кабаны убегают. За месяц работы ущерб от набегов снизился на 80%. Раньше фермеры дежурили по ночам с ружьями. Посевной дрон разбрасывает семена на труднодоступных склонах. Контейнер вмещает 20 килограммов. Капсулы с семенами падают с высоты 5 метров и втыкаются в землю. Всхожесть 70%. Дрон засевает гектар за 15 минут. Это в 10 раз быстрее ручного посева на крутых холмах. Роботизированная доильная установка Лели астронавт доит коров без участия человека. Корова сама заходит в бокс, когда чувствует переполненное вымя. Датчик сканирует метку на ошейнике и проверяет, сколько времени прошло с последней дойки. Если меньше 6 часов, ворота не открываются. Лазерный сканер находит соски с точностью до миллиметра.
Роботизированная рука подносит доильные стаканы, компьютер определяет положение каждого соска за 2 секунды. Первые струйки молока анализируются на содержание бактерий и соматических клеток. Если показатели превышают норму, молоко сливается в отдельный бак. Здоровое молоко идет в общий танк охлаждения. Датчики меряют температуру, жирность и белок в реальном времени. Корова получает индивидуальную порцию концентратов в зависимости от удоя. Высокоудойные дают 8 килограммов, низкоудойные 3. Один робот обслуживает 60 коров круглосуточно. Средняя корова заходит на дойку 3 раза в сутки. Процесс занимает 7 минут. Робот работает без перерыва в 23 часа. 1 час уходит на автоматическую промывку системы. Производительность молока увеличивается на 15%, потому что коровы доятся тогда, когда хотят, а не по расписанию человека. Карусельная доильная установка Boom-Matic вмещает 80 коров одновременно. Платформа диаметром 30 метров вращается со скоростью 1 оборот за 12 минут. Коровы заходят с одной стороны, операторы надевают доильные аппараты, пока платформа делает круг. На выходе стаканы снимаются автоматически, производительность 400 коров в час. 3 оператора справляются с работой, на которую раньше требовалось 12 доярок. Танк охлаждения молока вмещает 30 тысяч литров. Компрессор охлаждает молоко от 36 градусов до 4 за 2 часа. Мешалка работает непрерывно, не давая отстояться сливкам. Датчик уровня передает данные на молокозавод. Цистерна приезжает автоматически, когда бак заполнен на 90%. Система удаления навоза работает как конвейер. Скрепки проходят по полу коровника каждый час, сдвигая навоз в поперечный канал. Оттуда шнековый транспортер подает массу в сепаратор. Жидкая фракция уходит в лагуну, твердая прессуется в брикеты. Влажность снижается с 80 до 40%. Брикеты используются как подстилка или продаются как удобрение. Автоматическая система кормления смешивает 12 компонентов рациона. Силос, сенаж, зерно, жмых, витамины и минералы загружаются в миксер весом 6 тонн. Шнеки перемешивают массу 3 минуты. Тележка на рельсах развозит корм вдоль кормового стола. Датчики веса порционируют смесь. Каждая группа коров получает свою норму. Телки едят 20 килограммов в день. Дойные коровы 50, сухостойные 30. Браслеты на ногах коров передают данные о движении. Здоровая корова делает 6000 шагов в день. Если активность падает, это признак болезни или охоты. Компьютер отправляет уведомления на телефон фермера. Точность определения охоты 95%. Осеменение проводится в оптимальное время. Стельность наступает с первого раза у 70% коров. Робот-свитбот срывает клубнику нежнее человеческих пальцев. Трехмерная камера сканирует куст за полсекунды, определяя координаты каждой ягоды. Алгоритм вычисляет спелость по оттенку красного. Точность 92%. Силиконовый захват обхватывает ягоду, поворачивает на 30 градусов и отрывает с плодоножкой. Усилие захвата регулируется от 50 до 200 граммов в зависимости от размера плода. Робот собирает 800 ягод в час. Опытный сборщик набирает 600, но устает через 4 часа. Машина работает ночью, когда ягоды охлажденные и лучше хранятся. Светодиодные прожекторы не нагревают растения. 4 манипулятора собирают одновременно с разных сторон куста. Контейнеры охлаждаются до 8 градусов прямо на роботе. Клубника попадает в магазин через 12 часов после сбора вместо обычных 3 суток. Яблокоуборочный комбайн Abundant трясет дерево с частотой 3 колебания в секунду. Амплитуда вибрации регулируется от 5 до 15 сантиметров. Молодые деревья трясут слабее. Яблоки падают на зонт из мягкой ткани и скатываются на транспортер. Камеры отбраковывают побитые и червивые плоды пневматическими толкателями. Скорость сортировки 20 яблок в секунду. Система калибровки разделяет урожай на 5 размеров с точностью до 5 мм. Крупные яблоки идут на продажу свежими, средние на сок, мелкие на пюре. Производительность 300 деревьев в час. Бригада из 10 сборщиков обработала бы столько за 2 дня. Комбайн для сбора огурцов ползет между грядками со скоростью полметра в секунду. Гребенки прочесывают плети, снимая огурцы длиной от 10 до 15 сантиметров. Переросшие остаются на кусте, датчики измеряют длину каждого плода ультразвуком. Мягкие щетки направляют огурцы на ленту транспортера. Производительность 2 тонны в час. Сборщики вручную набирали бы это 8 часов. Уникальная особенность – машина собирает только для консервации. Огурцы для свежего рынка рвут вручную, потому что они не должны иметь царапин. Консервные огурцы выдерживают механический сбор. Небольшие потертости не влияют на качество после засолки. Виноградоуборочный комбайн New Holland бьет по шпалере резиновыми билами со скоростью 400 ударов в минуту. 1000 ударов в минуту. Грозди отрываются и падают на улавливающую поверхность. Вентилятор сдувает листья потоком воздуха 120 км в час. Ягоды проходят через вибросито, зеленые и мелкие проваливаются между прутьями. Бункер вмещает 2 тонны винограда. Машина собирает гектар виноградника за 2 часа. Бригада из 20 человек работала бы неделю. Главное ограничение – комбайн подходит только для технических сортов винограда.
Столовые сорта с крупными гроздями собирают вручную, потому что покупатель хочет видеть целую кисть, а не отдельные ягоды. Робот-рутап собирает салат по одному качану. Лазер сканирует грядку, определяя размер и плотность головки. Нож срезает салат на высоте 2 см от земли. Вакуумный захват поднимает качан и укладывает в ящик. Производительность 500 головок в час, человек срезает 200. Робот работает при любой погоде. Сборщики отказываются выходить в дождь и жару. Лазерный планировщик полей выравнивает землю с точностью до 3 мм на 100 метров. Трактор тянет скрепер с ножом шириной 6 метров. Лазерный приемник на крыше ловит луч от вращающегося излучателя, установленного на краю поля. Гидравлика поднимает или опускает нож 200 раз в минуту, срезая бугры и засыпая впадины. Отклонение от идеальной плоскости не превышает толщины монеты. Зачем такая точность? На рисовом поле вода должна стоять ровным слоем 5 сантиметров. Если есть уклон даже в сантиметр на 10 метров, на одном конце зерно гниет в воде, на другом сохнет. Потери урожая достигают 30%. После лазерной планировки расход воды снижается на 40%, урожайность растет на 20%. Система автоматического вождения Trimble удерживает трактор на линии с точностью до 2 см. 24 спутника передают сигналы, наземная станция корректирует ошибки атмосферы. Трактор едет строго параллельно предыдущему проходу. Водитель только разворачивает машину в конце поля. На прямых участках руль крутится сам. Это экономит топливо и семена. Без автовождения полосы обработки перекрываются на 20 сантиметров. Фермер засевает одну и ту же площадь дважды. С точным вождением перекрытие 3 сантиметра. На поле в 100 гектаров экономия достигает 2 гектаров посевной площади. Ночью система работает еще лучше. Водитель не щурится от солнца, не отвлекается на посторонние объекты. Трактор пашет в полной темноте со скоростью 12 км в час. Производительность круглосуточной работы в 3 раза выше дневной. Один механизатор вспахивает 300 гектаров за неделю. Дифференцированное внесение удобрений использует карты урожайности прошлых лет. Датчики на комбайне запоминали, где собрали 8 тонн с гектара, а где 4. Разбрасыватель удобрений получает эти данные. На слабых участках он сыплет 300 килограммов на гектар, на сильных 150. Заслонка дозатора открывается и закрывается каждые 3 метра. Экономия удобрений 30%, прирост урожая 15%. Самая точная машина в мире – пересадчик рассады Ferrari. Итальянцы делают его для табака и томатов. Оператор вставляет рассаду в зажимы конвейера. Машина протыкает землю, опускает корень на заданную глубину и обжимает лунку. Расстояние между растениями выдерживается с точностью плюс-минус 5 мм на километр. Датчик проверяет наличие рассады в каждом зажиме. Если пропуск, машина останавливается и подает сигнал. Глубина посадки регулируется от 3 до 12 см. Колеса уплотнители придавливают землю вокруг корня с усилием ровно 8 кг. Слабее. Растение завянет, сильнее, корень задохнется. Форсунки поливают каждую лунку 200 мл воды сразу после посадки. Приживаемость рассады 98% против 80% при ручной высадке. Производительность 8000 растений в час. 4 ряда высаживаются одновременно. Бригада из 6 человек сажала бы столько 3 дня, ползая на коленях по грязи. Машина стоит как квартира в центре города, но окупается за 2 сезона только на экономии рабочих рук. Какая машина работает на пике эффективности? Та, которая делает за час работу целой бригады, экономя при этом ресурсы и повышая качество. Комбайн собирает 100 тонн зерна там, где 20 человек управились бы за неделю. Робот-дояр обслуживает 60 коров круглосуточно без выходных и больничных. Дрон опрыскивает 16 гектаров быстрее трактора, расходуя на 70% меньше химикатов. Современная ферма в Нидерландах производит 200 тонн томатов с гектара. Советский колхоз собирал 4. Разница не в климате или сортах, в технологиях. Датчики, работы и автоматика превращают сельское хозяйство из тяжелого труда в управление процессами. Фермер сидит в офисе с планшетом, машины работают в поле. Один механизатор на современном тракторе с автовождением обрабатывает 3000 гектаров за сезон. В 50-х годах на такую площадь требовалось 30 трактористов. Производительность труда выросла в 30 раз. Урожайность пшеницы увеличилась с 12 центнеров с гектара до 80. Это не чудо селекции. Это точный посев, дозированное удобрение и своевременная защита от вредителей. Работы меняют экономику сельского хозяйства. Раньше фермер нанимал 100 сборщиков клубники на месяц, платил каждому $1000. Сейчас покупает робота за 150 тысяч, который работает 5 лет. Экономия за сезон – половина расходов на оплату труда. Плюс робот не болеет, не опаздывает и не требует жилья. Точное земледелие снижает нагрузку на природу. Дифференцированное внесение удобрений сокращает смыв нитратов в реки на 40%. Точное опрыскивание уменьшает попадание пестицидов в почву на 60%.
Капельный полив экономит воду в 10 раз по сравнению с дождеванием. Технологии делают сельское хозяйство не только эффективнее, но и чище. Самый впечатляющий результат показала ферма в Австралии. Площадь 15 тысяч гектаров, персонал 4 человека. Владелец, агроном, механик и оператор дронов. Все операции выполняют машины. Сев, опрыскивание, уборка идут по расписанию, которое составляет компьютер на основе прогноза погоды и данных спутников. Урожайность на 20% выше средней по региону, себестоимость на 30% ниже. Будущее сельского хозяйства там за автономными системами. Трактор без кабины уже выпускают серийно. Вы тоже хотите, чтобы ваши овощи собирались без вашего участия? Загляните на наш сайт whiteori.com, там вас ждут еще больше интересных историй и статей о современных технологиях в сельском хозяйстве. Ссылка в описании. Зачем кабина, если водителя нет? Машина легче на тонну, расход топлива меньше на 15%. Группа из 5 таких тракторов работает как рой. Один оператор управляет всеми с планшета. Производительность умножается на 5 без увеличения штата. Через 10 лет роботы будут делать 90% полевых работ. Человек останется только для контроля и принятия решений. Сельское хозяйство станет высокотехнологичной отраслью, где ценятся не мозоли, а знания программирования и агрономии. Машины работают на пике эффективности уже сегодня. Они точнее, быстрее и выносливее людей. Вопрос не в том, заменят ли роботы человека на ферме. Вопрос в том, успеют ли фермеры освоить технологии, пока их не обогнали конкуренты.